Всем привет, меня зовут Алексей Гирин, я являюсь сооснователем Starta Ventures и управляющим партнером Starta Ventures. Пару слов о старте. Старта начиналась как предпосевной фонд, который был запущен в 2014 году. Это был один из первых российских фондов, инвестирующий на посевной и предпосевной стадии. В 2015 году мы запустили старт-акселератор в Нью-Йорке. Сейчас в нашем портфеле уже больше 50 компаний. Мы начинали с 6 компаний в первом наборе, и к пятому набору мы довели число компаний в батче до 20. Мы очень рассчитываем не снижать темп и также продолжать от 15 до 20 компаний акселерировать в каждом наборе. Мы очень быстро росли в 2017 году. В 2018 году темпы нашей жизни еще больше ускорились. И, к сожалению, это негативно повлияло на налаживание нашей коммуникации с комьюнити. Я бы, наверное, хотел извиниться за то, что до этого не всегда получались быстрые и полноценные коммуникации, но мы спешим исправиться. Собственно говоря, сегодня я с вами общаюсь из офиса старта-акселератора в Нью-Йорке. Часть команды, которую вы видите сзади, готовится к демо-дню. На прошлой неделе у нас состоялся вебинар, где мы как раз пытались наладить такую коммуникацию. К сожалению, не все удалось с качеством съемки и так далее. Это был наш первый опыт, поэтому сегодня исправляемся. И еще раз я рассказываю про что происходит в старте и с командами старта. Конечно, нам до прошлого года было привычнее работать с ограниченным количеством наших инвесторов по традиционным для акселераторов и VC каналам, то есть это почта, какие-то очные встречи и так далее. Сейчас мы стали немножко публичнее, и нам надо освещать информацию большему кругу людей. Собственно говоря, мы это делаем. Мы делаем это на регулярной основе на Фейсбуке Starta Accelerator. Там можно найти основные новости про события самого акселератора, про портфельные компании акселератора. Также много новостей есть на Medium Starta Ventures, на веб-ресурсах старты, в том числе на Starta Ventures, можно найти информацию о портфельных компаниях, информацию, как подать заявку в набор и так далее. Но важнее, наверное, конечно, ответить на вопрос о коммуникационных каналах по поводу старта ICO, который поддерживает наш партнер CrossCoin. Основные коммуникационные каналы – это Starta ICO и Starta ICO Rus в Телеграме, который ведет наш партнер CrossCoin. Мы видим, что ресурсов CrossCoin для своевременного освещения событий не хватает, поэтому мы как Старта сейчас будем активнее помогать CrossCoin поддерживать эти каналы, тем более, что большинство вопросов, информации, которые поступают в эти каналы, это информация и вопросы, которые касаются непосредственно деятельности старта акселератора. И только ограниченная часть вопросов, которые связаны непосредственно с эмиссией, которую сделал CrossCoin. Соответственно, также часто встречающийся вопрос – это вопрос информации относительно отчетов по портфельным компаниям. Это тот вопрос, который очень часто встречается в коммуникационных каналах CrossCoin. Мы со своей стороны, со стороны старты, на регулярной основе собираем информацию с портфельных компаний, с компаний, которые прошли акселерацию. К сожалению, не вся эта информация публична по различным причинам
Это касается информации про оценки компаний, про размеры раундов, так как часто публичная информация об этих вещах мешает компаниям привлекать инвестиции, или у них есть какой-то план, как распоряжаться этой информацией. То же самое касается информации по выручке. Тем не менее, мы работаем над тем, чтобы та информация, которая, может быть, публично попадала в сводную форму публичного отчета, который мы как старт-акселератор можем транслировать широкому кругу заинтересованных лиц, как потенциальным инвесторам, так и текущим. Также мы постараемся агрегировать новостной поток, который касается отдельных компаний вот в этих отчетах, и в ближайшее время мы доработаем и представим новую форму отчетов, которая удовлетворяет большему кругу потенциальных интересантов. Очень много вопросов, которые поступают к нам по каналам старта акселератора, и также они часто появляются в каналах кросскоина. Это касаемо байбеков и распределения токенов. Соответственно, безусловно, это та информация, которая прежде всего зависит от тех событий, которые происходят в старте-акселераторе. Собственно говоря, одна из наших портфельных компаний, Синдикатор, провела токен-сейл, и старт-акселератор, как один из инвесторов, рассчитывает на получение определенного количества токенов, как член команды Синдикатора. Мы несколько месяцев работали с юристами, с потенциальными покупателями и инвесторами нашими для того, чтобы понять, можем ли мы реализовать свою возможность раньше, чем заканчивается локап-период по тем токенам, которые должен получить старт-акселератор. К сожалению, мы не нашли подобного решения. И, соответственно, в текущий момент мы не реализовали там токены, которые должны быть распределены в сторону старта-акселератора, поэтому мы не можем сделать соответствующую выплату кросскоину. Мы очень хотим найти возможность реализовать инвестиционный потенциал, который есть в нашей доле в Синдикаторе до осени. Я думаю, что мы найдем такую возможность, но если говорить о плановых сроках, то плановые сроки, в течение которых мы получим распределение и инвестиционный эффект от нашего участия в Синдикаторе, это осень 2018 года. Также мы ожидаем распределения токенов и от компаний Unrise и Suretly. В них также есть определенные локап-периоды. Соответственно, по завершении этих локап-периодов или когда старт-акселератор найдет возможность реализовать свои доли или экономический интерес, выраженный через токены в этих компаниях, то мы, безусловно, сделаем выплаты в сторону кросскоина, который использует эти средства для расчетов со своими бейкерами или пустят на те цели, которые предусмотрены деятельностью кросскоина. Безусловно, информация об этих событиях поступит прежде всего в каналы старт-акселератора. Я думаю, что она будет ретранслирована в каналы кросскоина, и кросскоин уже определит точные даты и параметры по выкупу, который он может осуществить старта токенов. Очень правильный вопрос, и там целая группа вопросов, связанная с состоянием дел в портфеле, есть ли компании, которые мы списываем, мертвые компании и так далее. Безусловно, такие компании есть, было бы странно, если бы их не было. На самом деле
Некоторые активные члены комьюнити давно их уже вычислили. Собственно говоря, по активностям самих компаний в интернете, по обновлению сайтов, по активностям на их собственных информационных каналах, Фейсбуком и так далее. В настоящий момент мы готовы говорить о списании двух компаний, это Zubmil и Kitby. Также у нас есть компания FlashSafe, которая пока не списана, которая проявляет определенную активность, но мы видим, что у компании нет позитивных новостей с точки зрения привлечения инвестиций. Мы очень надеемся, что эти новости появятся, но тем не менее это та компания, которая вызывает у нас больше всего опасений. Остальные компании развиваются в той или иной степени. Кто-то находится в поисках новых моделей, кто-то развивается хорошо, кто-то хуже. И я чуть позже пройдусь по списку всех компаний, которые были прежде всего во втором и третьем наборе, так как по ним уже достаточно информации, которая позволяет говорить об их статусе и перспективах, в отличие от команд 4-го и 5-го наборов, по которым сейчас еще рано говорить какими-то оценочными категориями, потому что прошло слишком мало времени с выпуска 4-го набора, 5-й набор только готовится к выпуску. Как я уже сказал, про конкретные новости по компаниям я скажу чуть позже. Сейчас небольшой блок еще общих вопросов. К нам в информационные каналы поступают вопросы относительно handling fee CrossCoin, сколько CrossCoin получает за то, что он проинвестировал в старту акселератор и так далее. По условиям, которые CrossCoin озвучивал на своих публичных веб-сайтах, это 2,5% от тех средств, которые он получит от старта акселератора по факту liquidity ивентов, которые произойдут у старта акселератора и выплаты средств, соответственно, CrossCoin. Очень часто, опять же, в наши каналы поступают вопросы относительно, есть ли какие-то вопросы от SEC к проектам старта, которые провели свои токен-сейлы и так далее. В настоящий момент нам, как инвесторам этих компаний, неизвестно о каких-либо претензиях со стороны SEC. Конечно, есть еще куча других вопросов, которые поступают в наши каналы, и я думаю, что мы на регулярной основе будем проводить подобные мероприятия, как-то аккумулировать эти вопросы и отвечать. Поэтому, наверное, для первого раза это все те вопросы, которые бы я хотел осветить, ну и вернуться к вопросу о результатах компаний из портфеля старты, про которые я говорил ранее. Давайте, у меня есть большая заготовка, собственно говоря. Это новости портфельных компаний 2-го и 3-го набора. Как говорят, новости одной строкой. Hyperverse. За время, которое прошло после акселерации, компания привлекла больше $1 миллиона по оценкам в несколько раз выше, чем оценка, по которой она поступала в старт-акселератор. Friendly Data, как вы знаете, прошла акселерацию в одном из ведущих мировых акселераторов 500 стартапс и сейчас привлекла предпосевные инвестиции от ряда ангелов из долины и из России. Компания Aerostate также привлекла инвестиции от инвесторов из долины и партнеров коинвесторов старты, запустила пилотные проекты с крупными компаниями в России, в Америке и в ряде других стран. Компания Синдикатор, как вы знаете, провела успешный токен-сейл. Компания пользуется большой популярностью в крипто-комьюнити, ее сервисы активно используются, и благодаря этому ее токены выросли с момента токен-сейла в самых пиковых ситуациях там, в 20-30 раз. В текущий момент они держатся на уровнях там,
в 6-7 раз выше, чем при выходе на токен Sale. Insense. Компания привлекла больше $500 000 инвестиций. Выручка компании также существенно выросла. Компания расширяет свое сотрудничество с крупными игроками на американском рынке. Компания SendPulse не привлекала инвестиций, так как с самого начала акселерации росла достаточными темпами. Выручка выросла с 50 тысяч в месяц, когда они поступали в акселерационную программу, до почти 250 тысяч долларов выручки в месяц в текущий момент. Открыты офисы в Турции и в Бразилии. Мы очень довольны этой компанией. Компания RevealBot также может похвастаться хорошими результатами с точки зрения роста выручки. В конце лета прошлого года выручка начала активно расти, и с практически нулевой выручкой, которая была до лета прошлого года, в конце лета выручка была 5 тысяч в месяц, и сейчас в текущий момент выручка доходит до 50 тысяч в месяц. Также RevealBot привлек инвестиции от старт-акселератора и ряда ангелов. Kitbee, к сожалению, Kitbee покинул нас в связи со списанием. eContent. eContent активно ищет свой путь. Прошла несколько акселерационных программ в ведущих фэшн-акселераторах, в том числе в Нью-Йорке. Развивает партнерские отношения с рядом фэшн-брендов и паблишеров здесь, в Америке. Компания Cardioma выпустила первую партию своих хардверных устройств. Сейчас она их тестирует в ряде клиник, и мы достаточно с большим оптимизмом смотрим на перспективы этой компании, так как это хардвер-компания, ей продвигаться часто намного сложнее, чем софтверным компаниям, но тем не менее результат, который показывает эта компания, нас обнадеживает. Компания Binesis привлекла инвестиции от одного из восточноевропейских фондов, от польского фонда 400 тысяч инвестиций. Компания вышла на первую выручку, делает пилотные проекты с европейскими банками. Компания Dresscode привлекла 300 тысяч инвестиций. Сейчас в процессе смены бизнес-модели, тестируют различные гипотезы. Компания iCoinSoft продолжает свою активность по обслуживанию своих текущих клиентов, держится на стабильном уровне. Мы довольны, как развивается эта компания. Компания Shortly провела токен сейл. Мы, как я уже говорил ранее, ждем распределения токенов. Компания вышла на рынке Казахстана, работает в России, готовится к выходу на американский рынок. Компания Unrise также провела токен сейл. Мы также ждем распределения токенов. Компания готовится к расширению своей платформы. Пока не очень много видимых результатов, но мы, общаясь с компанией, понимаем, что там ведется очень большая работа по доработке продукта, по построению блокчейн-платформы, так что будем ждать результатов. Компания Call привлекла небольшие инвестиции от ангелов, протестировала несколько гипотез, которые не показали хороших результатов, но были нащупаны какие-то точки роста, которые позволяют компании сейчас сделать пивот и развиваться чуть в другом направлении. Фаундеры не сдаются, мы в них очень верим. Компания GuildWalls. У компании достаточно стабильные показатели, и они не падают с момента окончания акселерационной программы. Компания думает о проведении своего собственного ICO. Ну, будем следить за результатами. Bina.
Компания привлекла инвестиции, порядка $500 000, в том числе от нашего фонда Starta Capital. Запущены пилотные проекты в США, хорошо растут продажи в России, так что мы с оптимизмом смотрим на перспективы этой компании. Ну и повторюсь, я забыл еще сказать про две компании. Это Agri. У компании заключены контракты в США и Южной Америке, реализовываются пилотные проекты в Казахстане и Африке. Компания имеет выручку, которую хватает на содержание команды из 15 человек. Компания пока что не привлекает дополнительных инвестиций, потому что для роста хватает текущей выручки. Как я сказал, у нас есть еще одна списанная компания, это Zubmil. Ну и еще одну компанию, которую стоит упомянуть в разрезе второго и третьего батча, это FlashSafe. Мы очень надеемся, что компания все-таки найдет точки роста и какие-то идеи, которые позволят ей расти и двигаться дальше. Пока что видимых результатов мы не наблюдаем. На этом, наверное, для первого раза все. Будем регулярно аккумулировать вопросы, выходить с вами на контакт. Смелее пишите вопросы в каналы Старт-акселератора в Фейсбуке, в каналы CrossCoin в Телеграме. Будем отвечать на вопросы, коммуницировать. Спасибо, что были со мной.